Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз. Что скоро, а возможно и неожиданно, произойдет в вашей жизни, идет в вашу жизнь или на ваш порог, как мы говорим, в ближайшие дни, буквально до 31 декабря. И карты старинного цыганского пасьянса о событиях со дня на день, то есть в ближайшее время. Именно о событиях больше нам наглядно показывают, что может произойти, а вы перекладываете на свою жизнь, на то, чем вы сейчас занимаетесь или о чем вы сейчас думаете, каким образом это можно, как связать с вашими реальными событиями в жизни. И, конечно, останемся реалистами, я всегда говорю. Хоть и объединяет один знак зодиака, но все же. Это мы рассматриваем с вами один из, наверное, тысячи альтернативных вариантов. В любом случае, я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Итак, смотрим на картах старинного цыганского пасьянса. Так что же там со дня на день, в ближайшие дни? С чем будут связаны или с кем эти события? А потом дополним, что скоро и неожиданно у нас колода добра, которую создала Колет Барон Рид, известный таролог и психолог с большим стажем. Карты с позиции позитивной психологии, поэтому всех призываю в наше сложное время давайте будем добрее к самим себе, к собственной душе. Любовь, мои дорогие, вот есть какая-то любовь к кому-то, а может быть кого-то к вам. Вы можете получить, связанное с личной жизнью, может быть, как колокол, это неожиданное известие. Может быть, вы уже получили. Может быть, это с кем-то, как известие от ваших родственников, буквально кровных, да, которые находятся на расстоянии, может быть такое. Потому что, может быть, это и не взаимосвязаны, кстати, эти два значения, сердце и колокол. Но потому что колокол это может быть вот именно средство массовой информации, что мы слышим. Может быть, это каким-то образом увязанным или может быть связано с вашими планами, перспективами именно по части личной жизни. Значит, тут какой-то надо будет вам, пока мы не знаем, но может быть компромисс или важное решение принять. Я такое допускаю. Но когда колокол выпадает, нам это точно нужно принять во внимание. Это помимо нашей воли. Вот может быть то, что вы слышите, переживания череп означают. И это не есть какая-то конкретика, мои дорогие. Нет. Это внутренние сомнения, это где-то получится, не получится, а у вас смотрите, что выпадает. Добрые перемены. Может быть, и у вас самих какие-то метаморфозы происходят, я такого не исключаю. А для кого-то из вас, как знаете, сложный жизненный этап. Может быть, вы сами пересматриваете. Код – это флирт, хорошее настроение. И как будто, постепенно вот какие-то переживания, они все равно завершаются, потому что, и планетарно, надо сказать, на вас этот период влияет, потому что что-то должно завершиться. Перемены как будто неизбежны, причем такие добрые, к радости. У кого-то из вас денежная ситуация или получение буквально денег, мы говорим события, да? Может быть, это тот эквивалент, которым вы останетесь довольны, или какая-то другая иная проблема, вопрос, тема, которая упиралась в финансы. Вы тут тоже можете ее решить. Да точно, перемены, мои дорогие. Перемены и к Солнцу. Во-первых, я должна сказать, тут какой-то вопрос у вас прояснится. Может, это вы для себя что-то проясняете и уже теперь какое-то однозначное решение принимаете. Или слышите новость. Смотрите, перемены, солнце и еще и благополучие. Вот у этих трех значений более чем достаточно. Благополучие – это вот я часто говорю, что когда что-то у нас даже вот идет не так, может быть, или пробуксовывает, не совсем в том контексте, как мы этого хотели, а вот в итоге-то все равно будет вот это благополучие. Тут добрые энергии складываются. И пусть мы можем где-то оторопеть, замереть вот от услышанной новости, но значит для вас это каким-то образом вам это помогает. Вам это зачем-то нужно.
А более того, смотрите, колчан со стрелами. И в нашем пасьянсе это полное исполнение желаний. Ну, будем реалистами, конечно. Насколько полное, судить не берусь. Но, тем не менее, прописано именно так. А может быть, это именно какой-то сложный вопрос, либо по жилью. Тоже мы можем, да, жилье это в конечном итоге, ну, что-то такое весомое, материальное, да, и вы решаете. Или у кого-то именно какой-то денежный вопрос решается. Может быть, это даже, ну, как какая-то бумага. У нас конец года, у кого-то, может быть, готовит кто-то декларацию или какие-то отчеты. Вот тут у вас что-то, тем не менее, вас будет радовать. И в целом это формирует какую-то новую реальность, которая ведет вот таким добрым переменам. Более того, вы можете определяться, потому что по Солнцу, я часто говорю, Солнце выпало, это уже ориентир как минимум месяцев 6 на 8. Это вы для себя, может быть, ну, так вот тезис-план даже где-то создаете. Может быть, это ментально, в уме, но как будто вы правда с чем-то определяетесь. Ладно, удивительные значения. Давайте с вами пойдем дальше. Что же там скоро и неожиданно? Я уже не останавливаюсь подробно, а хочу вас пригласить на свой сайт. У меня моя последняя статья «Кармический декабрь». Перейдите, прочитайте. Это не просто очередная статья на моем сайте. Это, знаете, как кармические уроки. Это те события, выводы наши, да, или что сложилось к концу года. И это, можно сказать, как задел на 2026 год. Это тот кармический урок, который важен, надо как-то учитывать. Я думаю, подсказок будет больше, сверьте. Расписание ваше личное с расписанием звездным. И есть там еще статья «Коридор возможностей». Одним словом, я оставлю ссылки в описании под видео. Переходите, читайте, что-то вы найдете, я уверена, для себя. То, что вас и заинтересует, и каким-то образом, может быть, поможет ваши планы скоординировать. А мы идем вперед. Итак, что там скоро? Что же скоро? Но опять нам говорят изобилие, процветание, радость, хорошее настроение, финансовый вопрос какой-то тоже вы решаете. Или это будет буквально связано с личной жизнью, с домом, ну, понятно, с вами самими. Что скоро, ну вот смотрите, туз огня. Туз огня – это часто известие, которое делит нашу жизнь на период до и после. Может быть, это действительно какая-то информация. На какое-то время вы можете, ну, вот так обдумывать, что же мне теперь с этим делать. А тем не менее, тут есть возможность подвести, может быть, как бы к знаменателю, да, как событие прежнего жизненного этапа. И теперь нужно четко понимать, и как будто обстоятельства для этого складываются, на чем-то вас акцентируют, куда, может быть, нужно уделить больше внимания, или где решимость, решение какое-то ваше нужно, или потом последующие уже силы, что вы будете продолжать. Туз огня – это всегда возможность, мои дорогие, и первые действия. Ну и информация, как я уже сказала, скоро. Ух ты, да вы везунчики, колесо фортуны. Это, конечно, возможности, мои дорогие. Причем по этой карте мы не должны, ну, в каких-то темах терять времени даром, потому что карта предусматривает некоторые, ну, такое я не могу сказать, что это скоростной режим, но какой-то вопрос мы не можем все-таки отложить на потом. Почему? А потому что сейчас к этому, ну, как добрая энергия. А потом мы переложим, да, на вот именно это потом. Или скажем, подумаю завтра. А завтра энергии как будто поменялись, и мы упустили время. Вот у вас, когда колесо фортуны выпадает, это буквально фортуна на вашей стороне. И у каждого здесь будет понятно по-своему. И в центре, кстати, этого круга колеса солнце. Вот у вас солнце тоже выпало. Тут его величество случаи, не случайные случайности. Может быть, и по части личной жизни. Что-то доброе, хорошее. Буквально скоро либо вы узнаете, услышите. Пытается войти в вашу жизнь, на ваш порог. Тут знаете, как судьба и синхронность. Ничто не происходит просто так. И значит, даже то, что вы слышите, вам нужно как-то осмысленно, да, переложить. Или, может быть, и решиться. Но для вас, посмотрите, какое волшебное время. Ладно, а что же неожиданно? Ого.
Аркан силы – это энергетика, кстати, как у мага. Если мы берем карту мага, то там конкретно даже прописано в одном углу значение Меркурия, в другом углу, ну, в некоторых колодах Таро, а в другом близнецы, вы, мои дорогие. И умение перестраиваться быстро. Вот у вас действительно судьбоносный какой-то кармический этап, вы, может быть, и закрываете, определяетесь, и уже нужно понимать, что вы будете продолжать, а что нет. Может быть, вам кому-то придется говорить «нет» именно, потому что по аркану сила все-таки проходит значение, энергия, повторюсь, как у мага, и мы знаем, маг– великий манипулятор, но карта силы– это карта критического мышления. Да, вот наши действия, они должны быть какие-то очень сбалансированные. И если мы кому-то говорим «нет», то это должно быть в рамках дипломатии, безусловно, потому что лев подчиняется прекрасной деве, поскольку не чувствует агрессии. Ну вот, может быть, и от вас не должно исходить какой-то агрессии. Тогда легче договариваться. Но прообраз нашего эго и еще лев мы хотим по-своему, а по-своему не пойдет. Поэтому себя самого или саму корректировать как будто тоже придется. Может быть, сообразно обстановке, может быть, сообразно тому, что вы слышите. Но у вас сейчас время вашей силы. Я где-то это сказала, что везунчики, когда вам выпал вот верхний триплет, да, ну и карта колеса фортуны. А аркан силы – это как будто неожиданно возможности к вам, причем большие возможности. Какая-то трансформация все-таки, ну, где-то отчасти смысл такой и есть, как будто не упусти, близнецы, момент, который для тебя может быть очень знаковым, таким судьбоносным. Не думай, что так будет всегда. Но это правда, энергии потом будут меняться. Но, видимо, вам надо либо с чем-то определиться очень важным, либо вот как свои возможности переложить, как, знаете, организация в каком-то новом ключе. В вашей жизни организация. Или вам нужно с чем-то определиться. Неожиданно для вас. Что еще неожиданно? Вы можете решиться на какую-то поездку. По шестерке воздуха это, знаете, мы делаем первый шаг, словно отплываем от какого-то безжизненного берега, где ничего не растет, где мы уже все прошли, мы уже все знаем, все видели. Ну, может быть, это как какая-то мечта, на которую прежде вот вы по какой-то причине не решились. И я этого не исключаю. Для кого-то из вас очень часто эта карта говорит, знаете, мы начинаем что-то учить, может быть, новое. Мы понимаем, что, ну да, жизнь, прогресс идет вперед, и для нас совершенно необходимо в соответствии с тем, что происходит в вашей жизни или какие обстоятельства складываются, нам это нужно, ну, как бы наше желание переложить вот на эту реальность. Все-таки есть такой момент. И я могу себе представить, что для кого-то это будет связано, к примеру, релокация офиса или какие-то перемены по работе. Может быть, это еще и такой момент, когда вам нужно отправиться в какие-то инстанции, потому что у вас такие карты, старшие арканы знаковые, сила, колесо фортуны. И именно теперь какие-то документы переподписать. Все-таки у нас ретро-уран в Тельце. И это вопросы благополучия, материализма, вот все, что по голубю у нас выпало, да. И какие-то согласования вам придется проводить, да, но, может быть, это мы корректируем наш путь, изменение пути именно проходит по шестерке воздуха, как такой своеобразный обряд посвящения. Как я мыслю, прописано в этой колоде, я мыслю так, как если бы обрел мудрость, то есть какую-то, знаете, вот есть как абсолют жизненный, да, или есть какая-то правда, может быть, это глубокое понимание самого себя, и в связи с этим уже какая-то коррекция планов. Я этого тоже не исключаю. Смена парадигмы, мои дорогие, неожиданно. Может быть, к этому способствует как раз еще и внешние какие-то события или информация. Но и вы сами, мои дорогие близнецы, уже как будто подходите к этой точке вплотную. Вот все события, которые случились до этого периода, они вас тоже подводят к каким-то однозначным итогам, выводам и решениям. Ну вот посмотрите, у вас две десятки, две самые шикарные, наверное, да? Изобилие, процветание, дом.
Где-то и любовь, или больше, тут, знаете, не про страсть, конечно, эти две карты, но десятка воды– это у наших близких, это о наших любимых. Безусловно, десятка земли может говорить еще и непосредственно о нашем жилище или решении материальных вопросов. Вот деньги вам выпали, да? Вот посмотрите, тут вы все можете сложить в какой-то единый волшебный узор. Вообще для вас какой-то восхитительный прогноз, но не упусти время. Оно не будет длиться вечно. Отложишь на потом, может быть, подумаешь. А завтра, допустим, будет что-то более интересное. И оп, упустил какой-то нужный момент. Слушайте подсказки собственной души, потому что по аркану сила, по сути дела, опять же возвращаясь вот к этим энергиям, как у мага, да, есть критическое, понятное мышление. Но, в принципе, это девиз «я хочу, я могу, у меня получится». И пусть даже это решиться нужно на то, что прежде вы отрицали, или то, что вы даже не хотели рассматривать. Тут я допускаю, что для кого-то из вас вот какая-то правда, она все-таки присутствует. И от того, как мы с критическим мышлением подойдем к этому, будет зависеть дважды благополучие, и что мы не упустим эту фортуну. Так к чему это все идет, хочется спросить. Трансформация. Для вас действительно трансформационный период. И тут мы можем воспринимать по-разному. Кто-то может думать, что и нет, я вот ничего менять не буду, пусть вот оно как идет, так и идет. А тут и все-таки старший аркан. Тут действительно есть события, может быть, это связано с какими-то общемировыми новостями. Но и это каким-то образом откликается либо вашей душе, либо, соответственно, вашим намерениям и поставленным целям. Вы это, вам приходится учитывать. Вот здесь идет на каком-то более глобальном уровне трансформация, потому как старший аркан. Но вам-то, на вас, пусть это не вами даже инициировано, но на вас это оказывает влияние. Вам это, по крайней мере, то, что происходит вокруг вас, вам нужно учитывать. И к чему это все идет? А вот вы должны стабилизировать свою жизнь. Тут ни разу не про иллюзии. Четверка Земли. Тут нужно какой-то продуманный план действий. И пусть это даже если мы говорим вопросы финансов, да, ну, значит, нужно понимать, что я буду сохранять, ну, где-то, может быть, мы обустраиваем буквально жилище, дом, какие-то траты, я такое могу предположить. Но мы не должны подзастрять. Как будто вот 16-й аркан говорит, тебя пытается пространство подтолкнуть вот к этой перестройке или переменам, или трансформации. И тебе нужно, как будто не сидеть, не выжидать, а постоянно анализировать. Но вы по этой части мастера, мои дорогие близнецы. К чему это идет? Но если мы даже говорим, ого, императрица, символ нового «я», это действительно символ нового «я». Символ того человека, который уже готов принять любую реальность, потому что он осознает, с одной стороны, свою силу, что бы там ни происходило, я могу практически осуществить все. Может быть, для этого и необходима коррекция ваших планов. И в этой колоде карта императрица, она и означает, я могу получить все, как только я начинаю обновление своего «я». И если мы говорим благополучие, ну вот, наверное, в квадрате, если не в кубе. У кого-то из вас это, конечно, мои дорогие, личная жизнь может быть. Может быть, важная женщина в вашей жизни. Мои дорогие девочки, здесь иногда эта карта, ведь все-таки императрица, она плодовита. И если это для кого-то сообразно возрасту и намеченным целям, это иногда будет говорить о материнстве, возможно, и о беременности. Для вас, мои дорогие мужчины, я тоже такое допускаю, может быть, это кто-то из вас воспитывает сам, да, детей. Я знаю, что есть такие на моем канале. И вам приходится быть и вот в таких более мягких энергиях, не совсем мужских, потому что вы и мама, вы и папа, вы все для вашего ребенка. Ну и какие-то участия в делах детские, такое тоже может быть. Но, может быть, это и вы ищете женщину, которая может любить не только вас, но и ваших детей. Вот у кого-то так может проиграться.
Но для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни. Но будем говорить уже для всех, ведь вот эта плодовитость – это ведь еще и планы, мои дорогие. Или в первую очередь плодовитость на идеи, на какие-то творческие инсайты, на какие-то задумки. И вот она карта, да, когда мы отплываем от прежнего берега. И вообще это корабль изображен. Символ Меркурия основной, символ перемен. Поэтому вот эти добрые перемены, они у вас уже на пороге, мои дорогие. Но вам нужно как и решить, так и на что-то решиться. Волшебное время, должна сказать. Правда? Не упустите какие-то возможности. Они ведь у каждого свои, мои дорогие. Поэтому перекладывайте на себя. А я вас искренне благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые комментарии, за поддержку моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Оставлю ссылку на Telegram. Я организовала Telegram-канал, где в одном месте контент с 3 моих YouTube-каналов, а также ссылки на новые статьи моего сайта. Переходите, читайте, может быть, для кого-то из вас все в одном месте будет удобно. И я буду искренне рада. Подписывайтесь на канал. Опять же, все в описании под видео. И я вас люблю, мои дорогие. И вы, мои дорогие близнецы, будьте счастливы, будьте любимы всегда. Такие добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь. Пусть сбываются ваши мечты. И маленькие, и большие.